Иногда у меня спрашивают, сколько орхидей вы можете пересадить за день. Много, если есть все в наличии. И горшки, и грунт, и настроение. Ну, штук 20 пересадить могу, но обычно я так не делаю, потому что все равно устаешь от этой работы. Ты сегодня на месте, ты сегодня умница. Да, мой хороший, да. Добрый день, друзья. Сегодня история одной орхидеи. Орхидеи парфюмерная фабрика «Бабочка». Но история уже не про саму орхидею, а про ее детку. Более 3 лет назад я получила в посылке по почте орхидею парфюмерная фабрика Orange «Бабочку». Появятся фотографии, какая это была прекрасная орхидея. Она была чуть крупнее, чем все парфюмерные фабрики, с потрясающим ароматом, ярко выраженная бабочка. И вот что от нее осталось. От нее остался один пенек. Ну, как вы все знаете, бабочки, они такие нежные. С ними может приключиться все, что угодно. Но был очень большой куст, красивый. Даже при получении там был намек на маленькую детку. Эта детка выросла в небольшую орхидею. И 2 года эта детка не росла. А материнское растение давала цветоносы, очень красивая эта орхидея цвела, и вдруг у нее начала отваливаться точка роста. Пожелтела из точки роста, и начали оттуда отпадать листы. Не снизу, как это происходит обычно, а прямо сверху. Ну, вот здесь даже видно, что на материнском растении я обрабатывала ее и Максимом, и пыталась обработать фундазолом. В конечном итоге точка роста так и исчезла, ну, в силу того, что она сгнила. Осталось 2 листа. И в это время начала расти детка. Вот сейчас вы видите уже крупную детку. Давала корни, но 2 листика материнское растение сохраняло. А вот, кстати, я вам могу показать даже цветоносы. Вот цветонос, вот остатки от цветоноса, где были вот эти красивые бабочки, и фотографию этой орхидеи, вот ее цветение именно бабочки, мы поставим с какой-нибудь стороны. Очень красивая. И в этом году весной у нее остался 1 лист, и выпустила цветонос. Вот сейчас я вам покажу. Вот тоже был цветонос. Вот он. Это уже выпустила цветонос детка. И мое разочарование было лишь в том, что первый цветок, который открылся, 1 лепесток, был бабочка, а остальная вся ветка открылась не бабочкой. Что будет дальше происходить, я не знаю. Но фотография вот с этим 1 лепестком бабочки мы тоже вам покажем. И сейчас, так как материнское растение, все оно уже усохло, ну, какие-то корни еще тут остались, но у детки тоже много корней, я хочу пересадить эту орхидею. Но аромат, даже при том, что эта орхидея перестала быть бабочкой, у нее остался. Но все возможно в этой жизни. И не бабочки становились бабочками, и наоборот. По какой причине? Да, наверное, нестабильная мутация. Сейчас я извлеку из горшка и остатки материнского растения, и детку. И мы с вами посмотрим, что там осталось от корней. Наверное, ничего. Ой, еще мне не нравится, как керамзит скрипит. Уходи, малыш. И пересадим. Разберемся, где корни старые, где новые.
где эта детка соединяется с материнским растением. Это сложно обнаружить, но возможно. Для того, чтобы это легче было сделать, надо отрезать все старые корни. И тогда я увижу здесь, где то место, в котором начала расти эта детка. Даже корни материнского растения сохранились. Как бы вам показать? Вот это место, где выросла эта детка. А это ствол старой материнского растения. Вот в этом месте нужно делать разрез. Вот так, может быть, видно будет. Вот так. Поверну к себе, потому что нужно делать это аккуратно. Ну, если даже какой-то корень я отрежу, в этом нет ничего страшного. Думаю, что у детки корней выросло достаточно. И вот теперь нужно разобраться, где же чьи корни. Вот даже у материнского растения сохранились такие вот большие корни. Но сажать материнское растение не буду. Это бесполезно. Листьев нет. Корни начнут пропадать сразу. В этом нет никакого смысла. Но если вам хочется поэкспериментировать, вы можете посадить такой пенек. В одном случае из 100 может что-то получиться. Но почему я не буду этого делать? Вот корни-то они есть, а сам ствол он абсолютно сухой. У него нет ни одной живой точки. Поэтому я экспериментировать не буду. А вот эти корни уже дала детка. Вот есть растущий корешок. Даже успели и корни уже тут немножко сгнить. И листики она самые первые сбросила. Вот они, сухие части этих листьев. А для того, чтобы хорошо росли корни, эти сухие части нужно снимать со ствола. Потому что когда сильно эти листья высыхают и становятся очень-очень жесткими, корням сложно пробиться через высохший такой лист. Ну, вот видите. Теперь нужно аккуратно посадить. Если есть черные кончики, можно обрезать, но не до живой ткани, ну, для того, чтобы просто не обрабатывать ничем. Но если вы дорезали до живой ткани, обязательно присыпайте или молотой корицей, или толченым углем, или обрабатывайте перекисью водорода. Мне бы хотелось отрезать вот этот первый цветонос. Убрать керамзит. Если он не сильно прирос к корням. Ну, а тот, что сильно прирос к корням, можно не убирать. Вот есть два варианта посадки орхидей. Чаще всего я вам показываю, когда я
погружаю корни в воду, даю им напиться и тогда сажаю орхидею. Это более правильная посадка. Но можно посадить и с сухими корнями, если они у вас помещаются в горшок. Всегда говорю о том, что горшок нужно подбирать по размеру корней. Но я знаю, насколько эта орхидея активная, как она быстро растет. Я хочу посадить в горшок такого же размера и пропустить процесс замачивания корней. Потому что я точно вижу, что я ни одного корня не повредила. Поместить в горшок корни я смогу. Тоже их не повредив. Вот так. Помещаю орхидею по центру. Засыпаю корой с керамзитом. Причем керамзит у меня немного влажный. Кора тоже чуть-чуть влажная. И поливать орхидею буду через сутки. Я обычно вам говорю, когда мы дали напиться хорошо корням, корни влажные, корни нужно просушить для начала. И только после этого поливать. А когда вы делаете сухую посадку, через сутки можно полить орхидею. Иногда у меня спрашивают, сколько орхидей вы можете пересадить за день. Много, если есть все в наличии. И горшки, и грунт, и настроение. Ну, штук 20 пересадить могу, но обычно я так не делаю, потому что все равно устаешь от этой работы. Это тоже работа, разобрать, аккуратно все сделать, не сломать. Но пересадить могу много. У некоторых получается за день пересадить. Знаю, пишут, что одну еле-еле, потому что это страшно, потому что боюсь сломать корни. Но когда вы приобретете опыт в течение длительного времени, ну, как я пересаживаю орхидеи уже больше 20 лет, даже, наверное, уже скоро будет 25 лет, вы тоже будете пересаживать орхидеи очень быстро и ничего не бояться. Один из часто повторяющихся вопросов: как вы часто пересаживаете орхидеи? Я пересаживаю орхидеи раз в 4-5 лет. Если это плановые пересадки, я смотрю всегда, как растет орхидея. Если орхидея сбрасывала листья и появился высокий сухой ствол, а корней наросло воздушных много, то можно сделать пересадку и через 3 года. А некоторые орхидеи хорошо себя чувствуют и 5-6 лет. Но если уже пришла в негодность кора, если вы чувствуете, что орхидея теряет тургор по каким-то причинам, а причины могут быть одни: много воздушных корней, а в горшке уже корней не осталось, потому что орхидея меняет старые корни на новые, на молодые. И орхидеи теряют тургор, потому что подпитывать от старых корней, которые, ну вот как и здесь, они не работают уже. То есть все. И вы поливаете орхидею, а орхидея все равно не становится такой же вот жесткой, плотной, а листья теряют тургор. Корней нет. Все, значит, нужно орхидею пересаживать. И когда вы с молодыми, с новыми вот этими воздушными корнями сажаете орхидею, вы увидите, что орхидея наберет тургор, но не сразу, не через день, не через 2. Для этого потребуется какое-то время. И орхидея опять начнет активно расти, когда ее корни будут получать и воду, и питание. Так что понаблюдаем за этой орхидеей. Мне очень интересно, а вдруг она опять станет бабочкой и порадует меня новым
своим цветением. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.